Ежегодно на нашей планете происходят сотни тысяч землетрясений. Большинство из них настолько малы и незначительны, что зафиксировать их способны лишь специальные датчики. Но бывают и более серьезные колебания. 2 раза в месяц земная кора содрогается достаточно сильно для того, чтобы разрушить все вокруг. Поскольку большинство толчков подобной силы происходят на дне Мирового океана, и если их не сопровождает цунами, люди о них даже не подозревают. А вот когда содрогается суша, стихия бывает до того разрушительна, что счет жертв идет на тысячи. Как это случилось в XVI веке в Китае. Так было в 1556 году. Когда произошло Великое Китайское землетрясение, оно унесло жизни приблизительно 830 тысяч человек. Больше, чем любое другое землетрясение в истории человечества. Так что же такое землетрясение? Почему оно происходит? И какие были катастрофические землетрясения в истории нашей планеты? Давайте разбираться вместе. Мы часто читаем в прессе или интернете короткие заметки, начинающиеся словами «в районе таком-то произошло землетрясение магнитудой такой-то» или «на Камчатке проснулся вулкан». При этом для большинства людей нашей планеты землетрясения или вулканические извержения остаются экзотическими событиями, происходящими где-то далеко. Сколько же на самом деле происходит землетрясений в мире? Какие из них могут представлять опасность? Каким образом мы узнаем о том, где и когда они происходят, или когда они должны произойти? Ответы на все эти вопросы может дать наука – сейсмология. Сейсмология, как современная научная дисциплина, началась на рубеже XIX-XX веков, когда были сконструированы и начали устанавливаться первые сейсмографы. Одним из важнейших прорывов на раннем этапе сейсмологии было изобретение электромагнитного сейсмографа русским ученым, князем Борисом Борисовичем Голицыным, в 1906 году. Данные, регистрируемые этими сейсмографами, накапливались в течение десятилетий, и их анализ привел к таким фундаментальным научным открытиям, как понимание внутреннего строения Земли, а также физического механизма, приводящего к землетрясениям. Произошел важнейший вклад в формирование концепции тектоники плит, современной геодинамической теории, объясняющей движение и деформации верхней оболочки Земли и происхождение сейсмичности и вулканизма. Хотя внедрение современных цифровых и коммуникационных технологий, начатое в 90-х годах XX века, полностью преобразило сейсмологию, к сожалению, на данный момент ученые не настолько хорошо изучили процессы, которые происходят в недрах нашей планеты, а потому прогноз землетрясений дают довольно приблизительный и неточный. Среди причин возникновения землетрясений специалисты выделяют тектонические, вулканические, обвальные, искусственные и техногенные колебания земной коры. Земная кора составлена как гигантская головоломка. Она состоит из связанных друг с другом частей, называемых тектоническими плитами. Сами плиты лежат на мантии, это слой между земной корой и ядром. Хотя мантия состоит из тугоплавких пород, температура и давление в глубинах делают ее достаточно подвижной, чтобы плиты на ее поверхности могли передвигаться на несколько сантиметров в год. Поскольку их движение происходит на поверхности планеты, на границе их взаимодействия возникают сильные деформации в земной коре. Это ощущается физически в виде землетрясений. Как правило, такое движение земной коры приводит к формированию горных хребтов и разломов. Например, на территории России так были образованы горные системы Кавказ, Урал, Алтай и другие. Давайте вспомним некоторые крупные землетрясения в истории нашей планеты. 23 января 1556 года в Китае в провинции Шэньси произошло одно из мощнейших землетрясений. Оно хорошо известно в истории и описано португальским монахом Доминиканского ордена Гаспаром да Крузом. Он посетил Гуанчжоу в том же 1556 году. Позднее описал Великое Китайское землетрясение в своей книге «Трактат о Китае» в 1569 году. Он рассматривал землетрясение, как и Великую комету 1556 года, в качестве возможного наказания за грехи человечества, а также видел в них знак рождения Антихриста. Эпицентр шэньсийского землетрясения находился в долине реки Вэйхэ в провинции Шэньси в тогдашней области Хуачжоу. В административном центре области были разрушены все постройки, погибло более половины населения. Всего погибло несколько сотен тысяч человек. Аналогичная ситуация сложилась в Вэйнане-Хуахине.
В эпицентре землетрясения открылись 20-метровые провалы и трещины. Разрушения затронули территории, отстоящие от эпицентра на 500 километров. Некоторые районы Шэньси вовсе обезлюдили, в других погибло около 60% населения. Огромное количество жертв было обусловлено тем, что большая часть населения провинции жила в лесовых пещерах, которые обрушились уже после первых толчков, либо были затоплены селевыми потоками. Катастрофа произошла в период нахождения у власти императора Цзяцзина, поэтому в китайской традиции ее называют «Великое землетрясение Цзяцзина». В течение полугода после землетрясения несколько раз в месяц следовали афтершоки. Афтершоки – это повторные толчки после землетрясений. Они непременно сопровождают все крупные землетрясения и бывают довольно многочисленными. Их количество и интенсивность со временем уменьшаются, а продолжительность проявления может длиться месяцами. Особенно велика вероятность сильных афтершоков в первые часы после главного толчка. В том же Китае произошло еще одно очень разрушительное землетрясение, по которому в 2010 году был снят фильм «Тэнгшэн Дадисхэн», в русском прокате «Переживший ужас». Таншаньское землетрясение началось 28 июля 1976 года. Это землетрясение было магнитудой 8,2 балла по шкале Рихтера. Одна из крупнейших природных катастроф 20 века. По официальным данным властей КНР, количество погибших составило 242 419 человек. Однако по некоторым оценкам количество погибших доходит до 655 тысяч человек. В 3:42 по местному времени город был разрушен сильным землетрясением, гипоцентр которого находился на глубине 22 километра. Разрушения имели место также и в Тяньцзине, и в Пекине, расположенном всего в 140 километрах к западу. Вследствие землетрясения около 5,3 миллионов домов оказались разрушенными или поврежденными настолько, что в них невозможно было жить. Несколько афтершоков, сильнейший из которых имел магнитуду 7,1, привели к еще большим жертвам. От первого толчка рухнуло более 90% всех городских построек. Через 15 часов после него последовал мощный афтершок с магнитудой 7,1 балла, похоронивший под обломками рабочих по расчистке завалов и тех, кто оказался в ловушке, оставшись в живых после первого удара. Сильные афтершоки возникали вплоть до 1 августа. Всего их было зарегистрировано около 130 с магнитудой до 4,5 по шкале Рихтера. Землетрясение ощущалось на удалении до 800 километров от эпицентра. Масштаб разрушения и число жертв оказались колоссальными. Город практически сравнялся с землей. Некоторые районы покрылись множеством огромных трещин. Одна из таких трещин поглотила здание больницы и переполненный пассажирами поезд. 1 сентября 1923 года в японском регионе Канто также произошло одно из самых смертоносных землетрясений в истории человечества. Его магнитуда составила 8,3 балла. Оно практически полностью разрушило Токио и Йокогаму. По официальным данным, число погибших составило 174 тысячи человек. 542 тысячи человек пропали без вести. Общее число пострадавших – около 4 миллионов человек. Из 694 тысяч домов и построек были полностью или частично разрушены около 381 тысячи. Произошедшее 12 января 2010 года в Республике Гаити землетрясение забрало жизнь 222 570 человек. Согласно официальным данным, различные ранения получили 311 тысяч человек. Без вести пропали 869 человек. Сумма материального ущерба от случившейся катастрофы составила 5,6 миллиардов евро. Эпицентр землетрясения находился в 22 километрах от столицы Республики Гаити, Порт-о-Пренс. Землетрясение на Гаити стало результатом движения земной коры в зоне контакта Карибской и североамериканской литосферных плит. Последний раз землетрясение такой разрушительной силы произошло на Гаити в 1751 году. В день землетрясения в столице Гаити Порт-о-Пренсе были разрушены тысячи жилых домов и практически все больницы. Без крова осталось около 3 миллионов человек.
Самое мощное по амплитуде землетрясение в истории произошло в Чили в 1960 году. Великое чилийское землетрясение, которое иногда называют Вальдивское землетрясение, сильнейшее землетрясение в истории сейсмологических наблюдений на планете, моментная магнитуда, по разным оценкам составляла от 9,3 до 9,5 баллов по шкале Канамори. Эпицентр располагался возле города Вальдивия. Это землетрясение вызвало огромную волну – цунами. Сильные толчки потрясли территорию в 200 тысяч квадратных километров. Землетрясение вызвало цунами, волны которого достигали высоты 10 метров. Они добрались даже до города Хила на Гавайях, расположенного примерно в 10 тысячах километров от эпицентра, и нанесли значительный ущерб. Остатки цунами наблюдали даже у берегов Японии и Филиппин. Было уничтожено около 20% промышленного потенциала Чили. После основного толчка серия более слабых землетрясений прокатилась по территории Чили, вплоть до огненной земли. Непрекращающимися землетрясениями, извержениями вулканов и гигантскими цунами было опустошено более 100 тысяч квадратных километров сельской местности в Андах. Города Консепсьон, Вальдивия, Осорна и Пуэрто-Монт были почти полностью разрушены. Вскоре после главного толчка начался отлив, сменившийся перемещающимся со скоростью около 800 км в час цунами. Оно обрушилось на прибрежную линию Чили. Волны высотой около 10 метров и сравнялись с землей рыбацкие деревни Анаут, Лёбу и Квилин. Ряд мелких прибрежных городков и поселений в Чили были полностью уничтожены. Были смыты все строения и дороги в городах Пуэрто-Сааведра и Пуэрто-Монт, а часть домов была отброшена вглубь материка на 3 километра. Отхлынув, волна двинулась в противоположном направлении и достигла берегов Японии. Здесь от цунами погибло 150 человек. Было разрушено 6 тысяч и затоплено 40 тысяч зданий. Спустя 15 часов после землетрясения цунами достигло гавани Хила, пройдя путь в 10 тысяч километров со скоростью около 700 км в час. Затем волны цунами достигли Калифорнии, удаленной от Чили на 9 тысяч километров. Количество жертв чилийского землетрясения составило около 6 тысяч человек, причем основная часть людей погибла от цунами. Вызванные землетрясением цунами затронули юг Чили, Гавайи, Японию, Филиппины, Китай, восточную часть Новой Зеландии, юго-восток Австралии и Алеутские острова. 28 декабря 1908 года в Мессинском проливе между Сицилией и Апеннинским полуостровом произошло Мессинское землетрясение. В результате были разрушены города Мессина, Риджоди, Калабрия и Пальми. Это землетрясение считается сильнейшим в истории Европы. Землетрясение началось около 5:20 утра 28 декабря 1908 года в море на дне Мессинского пролива. Толчки вызвали смещение участков дна, после чего на Мессину с интервалами в 15-20 минут обрушилось 3 волны, цунами высотой до 3 метров. В самом городе в течение 1 минуты произошло 3 сильных удара, после второго начались обрушения зданий. Всего от землетрясения пострадали более 20 населенных пунктов в прибрежной полосе на Сицилии и в Калабрии. Существуют разные оценки общего количества погибших. Максимальная цифра – 200 тысяч человек. Чаще всего называются цифры в 70 тысяч, 100 тысяч человек, в том числе от 60 тысяч, в Мессине, население которой составляло около 150 тысяч человек. В 2 поселках на восточном берегу в Калабрии погибло 43,7% жителей. Первыми в Мессину прибыли корабли гардемаринского отряда Балтийского флота. Броненосец «Цесаревич» под командованием Любимова, броненосец «Слава» под командованием Кетлера и броненосный крейсер «Адмирал Макаров» под командованием Пономарёва. Чуть позже на помощь прибыл бронепалубный крейсер «Богатырь». Российские корабли входили в учебный отряд под командованием контр-адмирала Владимира Ивановича Литвинова, который совершал плавание по Средиземному морю. В момент землетрясения они находились ближе всех в порту Аугуста на Сицилии. Об этом эпизоде истории русского флота повествует рассказ Валентина Пикуля «Ничего, сеньор, ничего, сеньорита». 9 июня 2012 года в Мессине установлен бронзовый памятник русским морякам, созданный еще в 1911 году. Скульптор Пьетро Куферелли, литейщик Карло Начерди. Памятник изображает матросов, спасающих людей из-под развалин, с надписью на постаменте «Августейшему моряку, представителю героев милосердия, от благодарных сынов своей родины».
Одно из самых мощных и смертоносных землетрясений произошло в ночь с 5 на 6 октября 1948 года в Ашхабаде, Туркменская ССР. Оно случилось в 2 часа 17 минут по местному времени с магнитудой 7,3 балла по шкале Рихтера. Его очаг был расположен на глубине в 18 километров, практически прямо под городом. Помимо Ашхабада пострадало большое количество населенных пунктов в близлежащих районах. В Ашхабадском – 89 и Гёкдепинском – 55. Также землетрясение зацепило соседний Иран. С 6 по 26 октября из Ашхабада в другие города СССР эвакуировали 8799 человек. В эвакуации участвовало 120 военных и гражданских самолетов, а с 8 октября к эвакуации присоединились санитарные поезда. Положение усугубило то, что землетрясение произошло глубокой ночью, когда большая часть жителей города спала. Непрочность построек и невозможность уловить признаки приближающегося землетрясения привели к тому, что почти никто не смог заблаговременно покинуть помещение. В один момент десятки тысяч людей оказались под обломками собственных жилищ, не успев осознать происходящего. Это землетрясение считается одним из самых разрушительных землетрясений в истории человечества. Интенсивность сотрясений в эпицентральной области достигала 9-10 баллов по шкале МСК-64. С 1995 года дата 6 октября отмечается в Туркменистане как День памяти. Землетрясение в Гиндже – одно из крупнейших по количеству жертв землетрясений в истории. Интенсивность толчков составляла 11 баллов, а произошло это трагическое событие 30 сентября 1139 года близ города Гинджа. В результате катастрофы погибло около 230 тысяч человек. Очевидец землетрясения, уроженец и житель Гинджи, армянский автор Мхитар Гош, так описал это явление. В месяце Орек, на 18-й день месяца, в течение ночи с пятницы на субботу, в день праздника Святого Георга, ярость Господнего гнева обрушилась на мир. Неистовство земли и сильное разрушение двинулись ужасными толчками и достигли этой страны Албании. Этим землетрясением много было разрушено во многих местах, в областях Парисос и Хачен, как на полях, так и в горах. В результате его столица Ганджак также была швырнута в ад, поглотив своих жителей. И во всех концах своей поверхности земля держала их в своих объятиях, а в горных районах многие крепости и деревни были разрушены вместе с монастырями и церквами, которые обрушились на головы их жителей, и бесчисленное множество людей было убито разрушенными зданиями и башнями. Во время землетрясения обрушилась гора Кепас и преградила русло реки Ахсу, пролегавшую через нее, вследствие чего образовались 8 озер, одно из которых – озеро Гюйгюль. Это озеро в данное время находится на территории одноименного заповедника. Землетрясение в Гиндже входит в 5 землетрясений, унесших самое большое количество жизней. По некоторым данным, в результате катастрофы погибло около 230 тысяч человек. Из не так давно случившихся землетрясений, которое считается одним из самых разрушительных, необходимо упомянуть мощное землетрясение, произошедшее 27 февраля 2010 года у побережья Чили. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров. Эпицентр в 90 километрах от столицы Биа-Консепсьон, второй агломерации страны по величине после Сантьяго. В большей степени от землетрясения, магнитудой 8,8 балла, пострадали регионы Биа и Маули. Через 20 минут после основного удара был зафиксирован повторный толчок магнитудой чуть более 6 баллов по шкале Рихтера. Через час после основного удара было зафиксировано еще 2 толчка силой 5,4 и 5,6 балла. 2 новых подземных толчка были зафиксированы у побережья Чили через несколько часов после почти 9-бального землетрясения. Их магнитуда составила 6,9 и 5,4 балла. Произошли они примерно с часовой разницей и в том же районе, что и первое землетрясение. 2 афтершока повторились 3 марта. Соответственно, данным геологической службы США, сила подземных толчков составила 5,9 и 6,3 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 31 километра в 50 километрах севернее города Консепсьон. Но и на этом все не закончилось. 11 марта в Чили произошла серия подземных толчков с максимальной магнитудой в 7,2 балла. Из-за этого возникла угроза цунами.
3 подземных толчка были зафиксированы 11 марта в 11:39 по местному времени. В этот раз эпицентр землетрясения располагался в 150 километрах к юго-западу от столицы страны Сантьяго. Очаг стихии находился на глубине 35 километров. По данным агентства «Франс Пресс», подземные толчки ощущались в нескольких городах центральной части страны, в том числе в Сантьяго и Вальпараисо. Афтершоки произошли буквально за несколько минут до принятия присяги новым президентом страны Себастьяном Пиньерой в Вальпараисо. Но и это было еще не все. 16 марта к основному землетрясению последовали афтершоки магнитудой 6,7 балла. 2 апреля и 23 апреля произошли толчки магнитудой по 6 баллов. 3 мая в этом же регионе произошел афтершок магнитудой 6,3 балла. По выводам исследователя лаборатории реактивного движения НАСА Ричарда Гросса, это большое землетрясение повлияло на всю нашу планету. Ученый вычислил, как вращение Земли должно было измениться в результате подземных толчков чилийского землетрясения. Используя сложную модель, Гросс вместе с группой ученых рассчитал, что землетрясение сократило каждый земной день на 1,26 микросекунды. По данным специалистов, город Консепсьон, который больше всего пострадал от подземных толчков, теперь находится более чем на 3 метра западнее своего прежнего расположения. А столица страны Сантьяго сместилась на 27 сантиметров к юго-западу. Землетрясение вызвало также смещение в различных частях Южной Америки, от Фолклендских островов до города Форталеза в Бразилии. Так, например, столица Аргентины, Буэнос-Айрес, сместилась на 2,5 сантиметра на запад. Как сообщили американские ученые, из-за этого землетрясения ось вращения Земли сместилась на 8 сантиметров в сторону 112 градуса восточной долготы. Это в некоторой степени может сказаться на изменении климата на планете. Также британские ученые объявили, что длительность суток сократилась на 1,2 микросекунды. Чилийское землетрясение вызвало цунами с волной 1,2 метра, которое достигло даже берегов России на Камчатке. Конечно, было много и других больших землетрясений. Но в рамках одного видео рассказать о всех невозможно. Мы лишь выделили самые примечательные. Ну а на этом все. Друзья, берегите и любите свою планету.